В этом видео я расскажу о том, как хакеры и мошенники воруют чужие телеграм-каналы и зарабатывают на этом миллионы рублей. Я думаю, большинство из вас знают, что такое телеграм-каналы. Через них вы узнаете новости, смотрите развлекательные видео, покупаете товары и так далее. Телеграмму потребовалось буквально несколько лет для того, чтобы там выстроился свой собственный рынок. В основном люди здесь зарабатывают на продаже рекламы в своих телеграм-каналах. Если вы думаете, что в телеге деньги не водятся, то вы глубоко заблуждаетесь. За предыдущий год объем русскоязычного рынка рекламы в телеграм-каналах составил 12,8 миллиардов рублей. И это только реклама, без учета продажи товаров и услуг, и тем более продажи самих каналов. При этом количество средних и крупных каналов, которые продают рекламу, не такое большое, поэтому эти 12 миллиардов распределены между относительно небольшим количеством людей. То есть, если средний канал может зарабатывать в месяц сотни тысяч, то один крупный канал будет приносить миллионы рублей. Если это прибыль за месяц, то можете представить, сколько может стоить сам канал и как обидно и печально будет его потерять. Сегодня я расскажу, как мошенники и хакеры воруют эти каналы и перепродают за огромные деньги. Слушайте внимательно, будет занимательно. Для начала признаюсь в том, что даже у меня когда-то давно украли один канал на 70 или 80 тысяч подписчиков. Об этом расскажу в конце видео. А перед тем, как я начну, несмотря на дисклеймер, хочу озвучить, что я не наталкиваю и не призываю к тому, чтобы воплотить данную схему в жизнь, а лишь рассказываю о том, как это происходит на самом деле и делюсь советами по безопасности. В этом году прокатилась волна скама в Телеграме через стилер, который ворует данные пользователей с их компьютера. Все это происходило под видом сообщений от рекламных агентов, менеджеров и всех остальных. В большинстве они пишут текст среднего уровня и отправляют ссылку на скачивание видео или программы на фейковых лендингах, которые создаются за $10. Ну, если не считая домена, который стоит копейки. В итоге украденный канал продают за большие деньги. Если что, цена на канал может быть как 20 тысяч рублей, так и 5 миллионов. А если мошенник ворует их пачками, то его месячный заработок может составить даже десятки миллионов рублей. Так вот, что требуется мошеннику для осуществления его планов? Первое – мозг и прямые руки. Второе – софт для кражи данных или софт для удаленного управления компьютером. Третье – криптор. Это штука, которая зашифровывает файл, дабы его не увидел антивирус. Четвертое – аккаунт в Telegram и понимание, как работают админы. Показываю пример мошеннических действий. Мошенник покупает аккаунт в Телеграме через активаторы. Активаторы – это сервисы, которые предоставляют номера для регистрации аккаунтов на различных сервисах. Да, они могли бы купить сразу готовый Telegram-аккаунт, но есть риск, что недобросовестный продавец отдаст этот аккаунт не в одни руки, а чем собирается заниматься второй владелец, неизвестно. Поэтому мошенники сами регистрируют аккаунты через активаторы. Для доверия заполняют аккаунт под вид менеджера, при этом стараются заполнить все по максимуму и вписать во вкладку о себе официальную почту сайта или программы, но делают ее с одной незаметной ошибкой и стараются зарегистрировать эту почту. Либо оставляют оригинальную почту с официального сайта в надежде, что туда никто не будет писать. После этого покупают или скачивают софт для кражи данных или удаленного доступа, криптуют это все, то есть шифруют вирус от антивирусов, склеивают файлы, то есть совмещают два файла и получают в итоге готовый файл под атаку. Самый популярный метод мошенников – это склеить вирус с вордовским файлом и в итоге называют его вроде «договор по рекламе.док». Дальше находят жертву, пишут ей, обсуждают условия, цену, места и только после этого втюхивают файл. В Телеграме на данный момент впаривают промо-ролик с расширением .scr, который является вирусом. Человек открывает файл и получает действительно реальный договор, но вместе с этим он получает также и файл, который открывает вирус. А мошенник получит уведомление в логах, что вирус установлен на такой-то ПК. С помощью этого вируса мошенник выгружает файлы с папки, где установлен Telegram, скачивает у себя на ПК портативную версию Телеграма и заменяет там файлы на те, что выгрузил с компьютера жертвы. После этого просто
просто открывает Telegram и получает аккаунт. Даже не вводит никаких паролей или кодов. Что теперь делает мошенник? Если на аккаунте стоит двухфакторка, возможно, украсть аккаунт не получится, только временно пользоваться им, поэтому он может: первое, обмануть людей на рекламу или занять деньги у знакомых админов. Второе, угнать канал у него может получиться в случае, если стилер украл пароль от двухфакторки, который находится в текстовых документах на компьютере у жертвы или у него в избранном. Третье, при этом мошенник может выгрузить все переписки и использовать в качестве компромата. В случае успешного воровства канала он либо оставляет его себе и получает профиты с проданной рекламы, либо сразу же продает его. Хочу рассказать один момент, как угнали каналы на 800 тысяч рублей у одного моего знакомого. Ну, как знакомого, он просто несколько раз покупал у меня рекламу. А после этого расскажу, как украли канал у меня. Но перед этим я без угрызения совести порекомендую вам одного человека. Он занимается тем, что сливает различные курсы, причем даже те, которые стоят огромных денег. По этим курсам я учу английский и совершенствую свои навыки видеомонтажа, а мои знакомые учатся программированию и таргетингу. Направлений уйма, и уже слито больше 40 тысяч курсов. Skillbox, Skill Factory, Geekbrains, XYZ, Udemy и так далее. Обычно курсы там стоят больших денег, и нужно платить за каждый курс отдельно. Иногда суммы доходят и до 100 тысяч за один гребаный курс. А этот парень, очень похожий на меня, сливает все эти курсы и многие другие в один закрытый телеграм-канал, вход в который стоит всего 500 рублей. То есть за доступ ко всей этой огромной базе вы заплатите меньше, чем за один самый дешевый курс на любом сайте. В конце видео я напомню про эти обучающие курсы, но сразу уточню, что ссылка на этого человека есть в описании и в закрепленном комментарии. Можете написать ему любое сообщение и получите в ответ всю необходимую информацию. И при желании вам скинут все возможные доказательства. И если что, я отвечаю своей репутацией. Сам пользуюсь этими курсами и доволен как слон. Это поможет как усовершенствовать навыки и найти хобби, так и найти новую престижную работу. Если что, он может также помочь в выборе курсов. Напоминаю, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Теперь идем дальше. Так вот, одному парню предложили неплохую сумму за его каналы, и тот согласился их продать. Но для безопасности решили встретиться вживую и все обсудить. На первой встрече выпили кофе, все обсудили и договорились, что совершат сделку во время следующей встречи. Вот там уже вместо кофе пошел алкоголь. Небольшая компания и человека просто нагрузили. И когда все пошло уже в такую, можно сказать, дружескую обстановку, ему показали деньги. Сначала настоящие. После этого, во время передачи прав на канал, денежку благополучно заменили и передали пьяному админу, после чего предложили отпраздновать в клубе, они выставляют. Сказали название клуба, где будут ждать его, и посоветовали перед этим отвезти деньги к себе домой, чтобы не светить ими. Сами отвезти его не могут, в машине не хватает мест, поэтому вызвали такси, и все это время заговаривали ему зубы, чтобы он даже не думал перепроверить бабло. Когда он сел в такси, они сели в другую машину и скрылись. Больше их никто не видел. Но если честно, вживую подобное происходит редко. Судя по всему, этому парню просто очень не повезло. В принципе, как когда-то и мне. Но все это было немного иначе. У меня украли канал, где было 70 или 80 тысяч подписчиков. Охваты там были небольшие, то есть люди редко туда заходили. Да и тематика канала была недорогая, поэтому себестоимость канала была максимум несколько тысяч долларов. Но, знаете, тоже очень обидно. Дело обстояло следующим образом. Я создал новостной канал для своих подписчиков с Ютуба и собирался перенаправлять их туда. На тот момент я совершенно не разбирался в Телеграме, о том, сколько стоит реклама, как обезопасить аккаунт, даже не думал о том, что это вообще нужно делать и так далее. И вдруг следующий же мой видос в Ютубе хайпанул. Он собрал первый миллион просмотров в течение 10 дней, и там была сильная мотивация перейти в Телеграм. Как результат, около 70 тысяч подписчиков за несколько дней, сразу же после создания канала. И это был один из самых быстро растущих Телеграм-каналов на протяжении 2 недель. В то время, как другие админы тратили сотни тысяч, а то и миллионы рублей, чтобы добиться такого же количества подписок. А я, совершенно не разбираясь в Телеграме, получил такую аудиторию абсолютно бесплатно. И, конечно, этим воспользовались другие люди. К примеру, первым был Артур Камушкин. Вполне возможно, вы его знаете благодаря его YouTube-каналу. Тогда он еще не занимался ютубом и просто купил у меня рекламу по очень выгодной цене, раз в 7 дешевле. Но все-таки цену назвал я, он просто согласился и уже после сделки даже не
немного проконсультировал меня, так что никаких обид не держу. Дальше все завертелось, много проданной рекламы, и как-то мне предложили взять рекламные посты сразу на месяц вперед за 100 тысяч рублей. Получается оптовая покупка. И именно на этом моменте я расскажу один из простейших способов кражи канала. Так как сумма солидная, человек захотел удостовериться в том, что я являюсь владельцем канала. Было предложено перейти в Skype и продемонстрировать экран, где будет видно, что у меня есть доступ к настройкам канала. Вообще, подобный опыт имеет место быть при продаже многих аккаунтов, к примеру, Upwork. Это, если что, фриланс-биржа. Китайцы покупают наши аккаунты, потому что у них запрещено работать на зарубежных биржах, и они всегда проверяют это дело через демонстрацию экрана, а иногда даже через TeamViewer. Но на тот момент я не знал, что в Телеграме такого делать не стоит. В общем, этот человек, пока проверял, увидел в настройках мой номер телефона и авторизовался со своего компьютера, а пароль указывать не нужно было, достаточно указать код, который приходит в оповещении. Благодаря демонстрации экрана он сразу увидел оповещение с кодом, ввел его очень быстро и буквально за считанные секунды добавил себя в администрацию канала, а мой аккаунт полностью удалил. Восстановить аккаунт невозможно. Он поступил именно так, потому что передача прав на канал длится неделю, но если удалить аккаунт владельца, то обжаловать это не получится. В итоге у меня выбило с телеги, я пытался заново авторизоваться, но мне предлагало только зарегистрироваться заново, потому что этого аккаунта больше не существовало. На самом деле, в подобном случае обезопасить себя очень просто – двухфакторная авторизация. Но это был новый аккаунт, я только начал разбираться в Телеграме, был совсем зеленый и совершенно не знал, как все это работает. Да, про двухфакторку я знал, но даже не подумал о том, что нужно подключить ее именно к этому аккаунту. В любом случае, после этого я создал новый канал на эту же тематику и по сей день публикую там интересные новости. Правда, рекламу покупают не так часто. Если после услышанного захотите поддержать меня, переходите по ссылке в описании на мой телеграм-канал Flanders News. Будете всегда в курсе происходящего в мире. А если любите информацию про хакерство, оружие, вещества, схемы заработка и так далее, то переходите на мой новый телеграм-канал Легальный Даркнет. Можете притронуться к запрещенному и оставаться в безопасности. В общем, две эти ссылки есть в описании. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот YouTube канал. Здесь есть много интересных видео. Например, можно ли заработать на ботах в Телеграме, за какие товары с Алиэкспресс вас могут посадить и многое другое. А еще напомню, что в описании и в закрепленном комментарии есть контакты человека, который сливает курсы. Это действительно может изменить твою жизнь, ведь с ними ты сможешь стать практически кем угодно и зарабатывать хорошие деньги, даже не выходя из дома. Программист, дизайнер, таргетолог, SMM-щик и так далее. Есть курсы практически по всем направлениям и для любого возраста. Школьники, студенты и взрослые люди. В общем, в описании и в закрепленном комментарии есть ссылка. Пиши и получишь в ответ всю необходимую информацию. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, комментарии и подписку. Будьте осторожны и не занимайтесь херней. А я ухожу. Ухожу красиво.